В дополнение к выяснению имени автора Евангелия от Иоанна имеет смысл объяснить, почему наше Евангелие, за исключением последней главы, на самом деле было написано одним автором, а не каким-то воображаемым коллективом авторов под названием Иоаннова община (Johannine Community), которая в англоязычном интернете сегодня обсуждается даже в чатах и соцсетях. Предполагается, что эта якобы группа авторов написала не только Евангелие от Иоанна, но и все 5 книг Нового Завета, известных нам под именем Иоанна: Евангелие, 3 послания и Апокалипсис. Я расскажу о том, почему Евангелие от Иоанна не было написано группой авторов, в следующем видео. А здесь объясню, почему я считаю, что никакой Иоанновой общины вообще никогда не существовало, а 5 Иоанновых книг были написаны как минимум 5 разными авторами. На самом деле, если просто внимательно прочитать Деяния апостолов и послание апостола Павла, можно понять, что церковные общины в разных городах в первом веке постоянно общались друг с другом. Многие христиане путешествовали, церкви помогали друг другу материально, письма таких известных проповедников, как апостол Павел, копировались и пересылались дальше в другие города. Поэтому изоляция одной общины была просто невозможна. С другой стороны, из-за отсутствия единой христианской идеологии и централизованной церковной власти, члены одной и той же общины часто верили по-разному, и одна и та же община часто разбивалась на группы единомышленников, между которыми возникали внутренние конфликты. Например, в первом послании Коринфянам 1:12 апостол Павел описывает подобный раскол в церкви Коринфа. «Я имею в виду то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». Поэтому сама идея некоего закрытого изолированного сообщества последователей Иоанна, варящегося в собственном соку и пишущего на протяжении десятилетий свои Иоанновы произведения, звучит странно и невероятно даже на интуитивном уровне. Просто посмотрите в качестве примера на карты и временные рамки путешествия апостола Павла. Или прочитайте 3 послания Иоанна, те самые письма, которые, как утверждают некоторые ученые, были написаны некой отдельной общиной. Они адресованы другим церквям в других городах, с которыми автор только надеется когда-нибудь встретиться лично. Даже если бы какая-то община решила просто спокойно заниматься своими делами и писать свои собственные религиозные тексты без внешнего влияния, то через несколько месяцев наиболее активные члены такого сообщества отправились бы в другие церкви и распространили там свое учение, как устное, так и письменное, и гости из других общин приносили бы новые идеи извне, включая другие христианские тексты. Сама концепция, вероятно, была вдохновлена так называемой Павловой общиной (Pauline Community), как некоторые ученые называют учеников апостола Павла. Но и здесь слово «община» вводит в заблуждение, поскольку Павел провел всю свою жизнь после обращения в христианство в путешествиях по Римской империи. Да, у него были друзья, ученики, сподвижники, но это не было сообществом в нормальном смысле этого слова, потому что большинство людей, связанных с Павлом, не жили в одном месте и, вероятно, даже не знали друг друга. Некоторые его последователи и ученики отправлялись с ним в путешествия, другие оставались в городах, где он основывал церкви. При этом они не обязательно продолжали считать себя его эксклюзивными последователями или соглашаться со всем, что Павел говорил и делал после этого. Называть такие группы людей Павловой общиной или Иоанновой общиной так же странно, как если бы я начал называть всех, кого я встречал в жизни, Сергеевой общиной. Еще более странно считать одной общиной людей, которые писали псевдонимные послания и апокрифы под именем данного апостола, иногда через десятки лет или века после его гибели. Так почему же идея Иоанновой общины появилась и получила такое распространение? Я думаю, потому что в современной западной библеистике вообще существует мода брать какой-нибудь древний текст, разрезать его на несколько частей по темам, обсуждаемым его автором, и объявлять каждую из этих частей написанной отдельным автором. Все началось с удивительного открытия того факта, что Тора на самом деле была написана не Моисеем. Удивительным было то, что лучшим умам человечества понадобилось всего несколько тысяч лет, чтобы понять, что Моисей не мог написать о своей собственной смерти и событиях после нее в книге Второзакония, но лучше поздно, чем никогда.
Таким образом, новая теория состояла в том, что Тора была составлена под руководством священника Эздры, жившего в V веке до нашей эры, на основе более ранних сочинений, и была написана как минимум 4 группами авторов, которых ученые соответственно называли ягвист, авторы, для которых бог Ягве является антропоморфным божеством, гуляет по саду, часто последним узнает, что происходит, и лично посещает своих пророков на горах или в их хижинах. Элохист, для которых Бог является верховным всезнающим трансцендентным творцом Вселенной, называемым Эль или Элохим, буквально боги, по сравнению с которым Ягве скорее ангел-хранитель еврейского народа, чем Бог в современном понимании слова. Второзаконие, то есть школа, которая создала книгу Второзакония и даже части книг после Торы, таких как книги Иисуса Навина, Судей, Самуила и так далее. И священнический источник, то есть священники, ответственные за окончательное редактирование и вопросы, связанные с иереями, ритуалами, генеалогиями, святынями и тому подобное. Другие ученые обнаружили, что книга Исаии выглядит так, как будто она была написана как минимум 3 авторами на протяжении нескольких столетий, от первоначального пророка Исаии 8 века до нашей эры в первых 39 главах, до собрания изречений неизвестных пророков в последних 11 главах, написанных после Вавилонского пленения, завершившегося в VI веке до нашей эры. В приведенных выше случаях, похоже, есть веские причины верить в эти теории, по крайней мере с поправками и уточнениями. Но, как сказал Маслоу, когда держишь в руке молоток, все в мире становится похожим на гвоздь. После такого успеха некоторым ученым, ухватившимся за эту идею как за молоток, и другие тексты показались подходящими для буквально разбивания на куски, якобы написанные разными авторами, часто основываясь только на том, что в них затрагивается несколько разных тем, как и практически в любой другой книге. И в случае с Иоанновой общиной, которая якобы написала вместе Евангелие от Иоанна и другие 4 Иоанновы книги Нового Завета, это чистая фантазия. Подавляющее большинство христиан на протяжении почти 2000 лет верили, и многие до сих пор верят, что каждая из 5 книг Нового Завета, приписываемых некоему Иоанну, Евангелие, 3 послания и Апокалипсис, были написаны одним и тем же человеком. Это происходит чисто из церковной традиции, которая, вероятнее всего, основана на общем имени Иоанн, традиционно приписанном этим 5 книгам. Однако, за исключением Апокалипсиса, то есть Откровения Иоанна Богослова, ни один из авторов сам в тексте не утверждает, что его зовут Иоанн. Плюс имя Иоанн, которое на иврите звучит как Йоханан и означает «Ягве милостив», 2000 лет назад тоже было очень популярно. Даже в самих Евангелиях и Деяниях есть по крайней мере 3 разных Иоанна – апостол Иоанн, Иоанн Креститель и Иоанн Марк, автор Евангелия от Марка. Даже без всякого хитроумного филологического анализа при обычном беглом чтении создается ощущение, что кроме 2 и 3 посланий Иоанна, все Иоанновы книги написаны разными авторами по достаточно очевидному различию стиля, тематики и даже убеждений. Но и филологический анализ специалисты неоднократно проводили, выявив в Иоанновых книгах достаточные различия в грамматике и лексике, чтобы усомниться в том, что у них был один и тот же автор. Например, автор Апокалипсиса хуже знал греческую грамматику, но компенсировал это ярким словарным запасом, соответствующим драматическим образом его книги. Автор Евангелия знал греческий как второй родной, но его словарный запас довольно консервативен, а грамматика правильная, но весьма простая. Но даже не зная греческий язык, когда вы читаете эти книги, что может вас заставить подумать, что один и тот же человек написал Евангелие с проповедью любви к ближнему и описал буквально апокалиптические картины в Откровении? Даже если вы верите, что этих людей зовут Иоанн, почему вы думаете, что это один и тот же Иоанн? Единственные 2 из 5 Иоанновых книг, которые вполне могут быть написаны одним человеком, это 2 и 3 послания Иоанна, поскольку они звучат похоже, и автор обоих называет себя старец в самом начале. Но в любом случае они очень короткие и гораздо менее важные. Еще Евсевий в своей истории, книга 3, глава 25-3, писал, что принадлежность 2 и 3 посланий евангелисту Иоанну оспаривается,
А Иероним считал, что первое послание написал Иоанн, сын Зеведея, а второе и третье некий старец или пресвитер Иоанн. Среди остальных книг самые похожие – это Евангелие и первое послание Иоанна, но даже между ними есть заметные языковые различия в грамматике и использовании слов, а сходство недостаточно впечатляющее, чтобы свидетельствовать о стиле одного и того же автора. К тому же имя Иоанн на Евангелии и посланиях – это, возможно, даже не совпадение, поскольку имя Иоанн вполне могло быть присвоено посланиям именно на основании их некоторого сходства с Евангелием и друг с другом. А возможно даже наоборот, некий старец Иоанн в конце 1 или начале 2 века написал послание, вдохновленное 4 Евангелием, затем его имя, благодаря некоторой схожести текстов, приписали также другим посланиям и Евангелию, а поскольку автор Евангелия был апостолом, то все решили, что его автором был апостол Иоанн. Многие люди утверждают, что авторство апостола Иоанна доказывает церковная традиция. Однако, как я объяснил в моем видео о святителе Иринее, настоящая традиция – это непрерывная цепь имен уважаемых людей, каждый из которых утверждал, что услышал эту информацию непосредственно от своего учителя и передал ее своему ученику, и первый из них услышал ее от самого автора. А теории об авторстве посланий Иоанна, похоже, уходят корнями к тем же источникам и еще менее обоснованы, чем традиция, связанная с авторством Евангелия от Иоанна. Вы можете поискать в интернете, кто написал послание Иоанна, и просмотреть статью за статьей с аргументами вроде «Это основано на обширных доказательствах», о которых нам не сообщается, или «Традиционно считается, что», или «Ранняя церковь единогласно утверждала», что не соответствует истине, или же классическое так называемое доказательство в стиле Сведения об авторе происходят непосредственно из свидетельства епископов Поликарпа и Папия, которые никогда ни сами тексты, ни их авторов не упоминали, но они знали правду и, очевидно, согласились бы с нами, потому что с чего бы им с нами не согласиться. И более того, нет никаких оснований полагать, что как минимум 5 человек, а возможно и больше, написавшие 5 Иоанновых книг в разном стиле на разные темы, почему-то должны принадлежать к одному и тому же сообществу или общине, даже если одни из них читали книги других и заимствовали из них свои идеи. Хотя совершенно очевидно, что Евангелие и первое послание имеют некие общие темы, например, свет и тьма или Бог есть любовь, это не обязательно означает, что они были написаны в одно и то же время или физически принадлежат одной и той же общине, в Эфесе или в каком-либо другом месте. Авторы посланий Иоанна, вероятно, просто были хорошо знакомы с 4 Евангелием. Если вы пишете о законах Ньютона или теории относительности Эйнштейна, это не подразумевает, что вы принадлежите к некой ньютоновской общине в Англии 300 лет назад или Эйнштейновской общине в Цюрихе 100 лет назад. Забавно, когда авторы книг о Евангелии от Иоанна неявно предполагают, что не живя в том же сообществе, что и его автор, вы не можете знать или цитировать Евангелие, но при этом неоднократно цитируют его в своих книгах на расстоянии в несколько тысяч километров и 2000 лет. И что бы люди не подразумевали под словом «община», автор или авторы 2 и 3 посланий Иоанна и их первые читатели явно не жили в одном городе. Во 2 Иоанна 12 и 3 Иоанна 14 автор пишет, что надеется когда-нибудь увидеться со своими адресатами лицом к лицу. Основные причины, по которым многие люди полагают, что Евангелие и первое послание Иоанна были написаны одним и тем же автором, заключаются в следующем. Во-первых, начало первого послания Иоанна действительно весьма похоже на начало Евангелия от Иоанна. Во-вторых, начало послания содержит расплывчатые утверждения о том, что некие мы видели и слушали Иисуса. В-третьих, между Евангелием и посланиями имеется достаточно много общих тем, но все это доказывает только то, что автор послания читал Евангелие и оно ему очень нравилось. Как я говорил в прошлом видео, сам факт, что начало первого послания Иоанна звучит как неточная цитата или, выражаясь более грубо, пародия на начало Евангелия от Иоанна, делает маловероятным, что оно было написано тем же автором. Представьте, что вы написали книгу с очень запоминающимся введением, некий шедевр, который все прочитали.
а спустя годы вы пишете письмо своим друзьям и поклонникам. Зачем вам в самом начале письма пародировать начало собственной книги? Почему бы либо не написать что-нибудь новое, либо прямо не сослаться на вашу знаменитую книгу, либо не процитировать ее дословно, если вам очень этого хочется. Но зачем пересказывать отрывок из собственного произведения так, чтобы все видели, что вы пытаетесь написать то же самое, но в более неуклюжем виде? Выдающиеся авторы не пишут пародии и фанфики на собственные книги, это обычно делают их читатели. А вот если вы читали Евангелие много раз, как и ваши слушатели, то будет вполне естественно, если вы процитируете его по памяти, хотя бы и не точно, напоминая вашим слушателям о тексте Евангелия и приспосабливая его к целям вашего письма, но не претендуя на гениальность его автора. Это делали отцы церкви, написавшие самую раннюю христианскую литературу после Евангелия. Например, если прочитать письма священномученика Игнатия Антиохийского, написанные в самом начале II века, то можно увидеть десятки неявных цитат из Евангелий и посланий. Что касается второй причины, например, в 1 Иоанна 1,5 сказано: «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам». Но это «мы», особенно в таком поэтически-метафорическом контексте, вполне могло означать «мы, члены нашей церкви, включая нашего основателя-апостола», даже если сам автор не был апостолом и не слушал Иисуса лично. Если современный проповедник скажет: «Мы, христиане, должны следовать учению, которое мы услышали от Господа нашего Иисуса Христа», никто не подумает, что он не имеет права так говорить, ибо не видел и не слышал Иисуса лично. Когда мы говорим, что мы что-то сделали, нам не обязательно подразумевать, что все в этом «мы» сделали то же самое и одинаковым образом. Например, после спортивной игры зрители говорят, что «Мы выиграли», имея в виду, что победила команда, за которую они болели. И если вы прочитаете все первое послание Иоанна, вы увидите, что он довольно свободно использует слово «мы» для обозначения «некоторые из нас». или даже для обращения к слушателям. Например, он говорит, что если мы продолжаем ходить во тьме, то мы лжем и не претворяем истину в жизнь, явно не имея в виду самого себя. И даже если автор послания действительно видел Иисуса лично, то это не доказывает, что он был апостолом. Он мог быть одним из тех десятков тысяч людей, которые слушали проповеди Иисуса. Например, существует легенда, что Игнатия Антиохийского называли богоносец Теофорос, поскольку его в детстве держал на руках сам Иисус. И если автор послания действительно видел и слышал Иисуса своими, а не нашими глазами и ушами, то почему бы ему не сказать «я» вместо «мы», или конкретно объяснить, кто такие мы, например, «мы апостолы». Или почему бы не добавить личную историю об общении с Иисусом или не процитировать то, что он сам слышал от Иисуса, как это делал автор Евангелия от начала до конца книги. Например, если ваша страна выиграла золотую медаль на соревновании, для вас естественно сказать «мы выиграли золотую медаль». Но если вы тот самый спортсмен, который это сделал, гораздо естественнее сказать «я выиграл золотую медаль», вместо того, чтобы прятаться за безличным «мы», как будто вы наблюдали за этим по телевизору. Но в любом случае, в отличие от авторов псевдонимных произведений, то есть подделок, которые ложно выдавали себя за ту или иную известную личность, автор первого послания Иоанна, говоря «мы», нас не обманывает, даже если он лично Иисуса никогда не видел и нигде не называет себя ни апостолом, ни Иоанном. Что касается других общих тем, то многие из нас также неоднократно цитировали Евангелие от Иоанна и верят, что Иисус существовал до своего рождения и что Бога можно сравнить со светом и любовью. И все это без необходимости нам самим быть евангелистом Иоанном или жить в Эфесе в 100 году нашей эры и принадлежать к некой Иоанновой общине. Например, метафору о том, что божественная истина подобна свету, автор мог позаимствовать у других христиан, даже не читая Евангелие, или же в грекоязычном мире 2000 лет назад даже от поклонников Бога света и истины Аполлона. А другие общие темы, такие как смерть Иисуса за человечество, или любовь к другим христианам, или ненависть мира, или необходимость оставаться последователями Христа, являются общими для христианского учения в целом.
То есть 3 послания Иоанна мог написать любой из тысяч грамотных христиан, живших в Римской империи с конца 1 до середины 2 века, читавший Евангелие от Иоанна и, может быть, даже слушавший хотя бы раз в жизни настоящего апостола. И если вы просто укажете на любого из них и заявите без каких-либо дополнительных доказательств, что он автор послания, то у вас очень мало шансов оказаться правым. И это особенно верно в отношении 2 и 3 посланий Иоанна, которые очень краткие и не обсуждают ничего, что могло бы нам помочь найти их автора, который просто называет себя старцем и говорит своим читателям или слушателям, что они должны верить во Христа, любить друг друга и остерегаться лжеучителей, особенно проповедующих докетизм. Большая разница между Евангелием и первым посланием Иоанна состоит в том, как их авторы трактуют свои отношения с Иисусом. Автор Евангелия от Иоанна рассказывает о земной жизни Иисуса как непосредственный свидетель и участник событий, цитирует его слова и прямо утверждает, что он любимый ученик, близко общавшийся с Иисусом в течение нескольких лет. Автор первого послания Иоанна, наоборот, делает расплывчатые утверждения о том, что мы видели и слышали Иисуса, но никогда прямо не утверждает, что он видел и слышал его лично. А даже если и так, он все равно нигде не объясняет, в качестве кого он слушал Иисуса, как один из 12 апостолов или как ребенок в толпе. Также, в отличие от автора Евангелия, он не рассказывает про жизнь Иисуса ничего нового и не цитирует его слова, которые он слышал сам. Представьте себе, что апостол Христа пишет очень важное и длинное письмо ко всей церкви, убеждая их следовать учению Иисуса и обличая еретических лжеучителей. Разве не было бы полезным для авторитета его послания и более уважительным по отношению к Иисусу прямо назвать себя его апостолом и учеником? Иисус сказал апостолам, что они должны провозглашать его учение даже с крыш и никогда не отрекаться от него перед миром. Так зачем же апостолу прятаться за слабым и полуанонимным местоимением «мы» или называть себя каким-то безымянным старцем? К тому же, если вы продолжите читать первое послание Иоанна дальше, вы увидите, что вопросы, которые волнуют автора, обманщики и лжепророки, которых он обличает, по сути являются докетическими и адопционистскими ересями, утверждающими, что Иисус либо был чистым божественным духом, который только выглядел как человек, или что в праведника Иисуса в какой-то момент его жизни вселился божественный дух Христос, а затем покинул его перед смертью. Эти ереси не обсуждаются в Евангелии, потому что они появились после его написания, ближе к концу I века. И если послание Иоанна было написано около 100 года, то легко и объяснить тематику послания, и предположить, что его автор не апостол, а старый ученик апостолов, который все еще чувствует себя вправе сказать своей более молодой аудитории «Мы видели Христа», имея в виду себя и своих учителей, но он не может написать «Я был одним из избранных учеников Христа во время его земного служения», и не рассказывает никаких личных историй о встрече с Иисусом, в отличие от автора 4-го Евангелия. И сколько бы авторов ни было у Евангелия и 3 посланий Иоанна, они не обязаны были знать друг друга или жить в одном и том же месте в одно и то же время. Некоторые люди также утверждают, что послание и книга Откровения тоже должны были быть написаны неким апостолом, иначе ранняя церковь не сохранила бы их. Этот аргумент опровергается всей историей псевдонимных произведений, приписываемых на протяжении веков ложным авторам и дошедших до наших дней. В истории христианства это и предполагаемые письма апостола Павла, посвященные вопросам, возникшим спустя десятилетия после смерти Павла около 65 года, и десятки апокрифических Евангелий, деяний и апокалипсисов под именами различных апостолов или их сподвижников, и подделки писем или даже великих философских трактатов под именами ранних отцов церкви, таких как священномученик Игнатий Антиохийский или первый епископ Афин Дионисий Ареопагит. Ранняя церковь сохранила тексты, которые считались написанными апостолами, их учениками, святыми или церковными предстоятелями, и которые были достаточно хорошего качества, чтобы оправдать такую идентификацию. Реальное авторство было практически невозможно установить с какой-либо уверенностью
после смерти предполагаемого автора и утери его исходных рукописей. И поэтому обычно оно не подвергалось сомнению вплоть до начала критического независимого изучения истории религий и анализа священных текстов, включая Ветхие и Новые Заветы, сочинения отцов церкви и апокрифы. Возможно, некоторые люди, которые действительно верят в Иоаннову общину, скажут, что я искажаю их идею, что община в их воображении просто состоит из людей, живущих по всему миру, которые либо внесли вклад в написание 5 Иоанновых книг, либо просто являются поклонниками их авторов. Но, во-первых, зачем нужен термин, которому никто даже не удосужился дать конкретное определение? Во-вторых, никто обычно не определяет людей, просто разделяющих некие общие интересы, как общину или сообщество, потому что иначе, согласно этому определению, все мы, кого когда-либо интересовало 4-е Евангелие и кто цитировал из него отрывки, являемся членами этой якобы Иоанновой общины. Собственно, тогда эта община включает в себя вообще почти всех христиан и просто людей, интересующихся историей христианства за последние 2000 лет. Незачем выдумывать понятия, которые определены настолько широко, что могут означать что угодно. Итак, подводя итоги, я не верю в существование какой-либо Иоанновой общины, просто потому, что нет абсолютно никаких веских оснований в нее верить. Евангелие от Иоанна, 3 послания Иоанна и Откровение Иоанна Богослова слишком различны по стилю, словарному запасу, грамматике и другим языковым характеристикам, чтобы принадлежать одному автору. Что касается сходств, которые у них все же есть, особенно у Евангелия и первого послания Иоанна, то разным авторам не обязательно быть одним человеком или принадлежать к одной общине, чтобы писать схожие тексты на схожие темы. Их могут разделять расстояние в 1000 километров и 1000 лет. И то, что автор некоего письма уважает и цитирует некую книгу и разделяет мнение ее автора, не доказывает, что он сам является автором этой книги или живет с ним в одно время в одном городе.